Привет, друзья! Вы на канале Swiss Stitch. Меня зовут Ирина. Это канал о рукоделии и вышивке крестом. И это видео о готовой работе. Это котик от французской фирмы Creades. Прошу прощения за мой французский. Не буду вам даже читать, как он называется. Покажу вот название. Вдруг кто-то захочет тоже такого же котика. Видите, такое было превью. И вот что у меня получилось. Все я делала не по ключу. Это были ниточки Vera de Soie французские, как и в принципе предлагалось по ключу, но цвета были совершенно другие. И сейчас я вам покажу этого котика во всех деталях, подробностях, и близко, все эти шовчики, всю эту красоту. Очень интересная, необычная техника вышивки. Мне понравилось очень работать в этой технике. Лен лавандового цвета, я даже не знаю, какая это марка, потому как не было там написано, и 32 каунта. И вот на 32 каунте этот котик у меня получился размером 32 на 32 сантиметра. Ну вот, партнерчики. Хотелось бы мне, конечно, было, чтобы сверху чуть-чуть побольше пространства. Вдруг, если вы захотите сделать такого котика, берите кусочек побольше. Мне нравится, что он квадратный, но если бы он был 34 на 34, мне кажется, он был бы смотрелся получше. Мне кажется, на выставке он именно был такого размера, чуть больше. Потому что, когда я уже вышивала, мне казалось, какой-то он у меня маленький. На выставке мне казался он больше. Действительно, он больше был. Так что здесь кусочек ткани надо побольше. 35 на 35, наверное, стандартный, не знаю. Ну, одним словом, вот посмотрите, какая красота получилась. Ну, пожалуй, начну я, так сказать, технических данных. Набор стоил 15 евро. Вот такой превью. Ну, как бы, так себе превью. Мне бы хотелось, так как я впервые вышивала в этой технике, мне хотелось бы, чтобы превью было почетче, покрупнее. Может, они специально делают, чтобы не воровали ихнюю технику, я не знаю. Схема была на вот таких 4 листочка формата А4. И вот он ключик. Значит, здесь они предлагают в DMC нитках можно было, собственно, я на нитке DMC и ориентировалась. И ниточки сажу, как вы можете видеть, они тоже предлагают вариант в этом. Мне хотелось вышить в шелке, но у меня этих номеров не было сажу, у меня вообще ниток сажу нету, начнем с этого. И поэтому я подбирала из моих запасов, что у меня есть. Схемка была, сейчас я вам покажу кусочек, вот такая схемочка, видите, и никаких объяснений не было. Вот там были у нас знаки, вот, и разбирайся сама. Все остальное ты просто должен был следовать схеме. Вот так линии нарисованы, вот так я и вышивала. Так нарисованы, так я и вышивала. Но одним словом, шовчиков здесь таких, как бы, именно шовчиков не было. Единственное, что вот эти косы, или как их назвать, их было достаточно много, вот здесь они, и их надо было правильно вышивать. Нельзя было, допустим, вот так вышить все, допустим, сначала в эту сторону, а потом закрыть в эту сторону, как крестики мы делаем. Надо было именно вот так шить. Вправо-влево, потому что в таком случае этот шов получался очень красивым. Ну, я сейчас вам именно на этом покажу, на уже готовом изделии. И в набор, кроме схемки, входили, как этот пак это называется, да? Вот эти штучки, их, видите, осталось еще
Ну, в запасе дают запасик небольшой, в случае, если там потеряется или поломается, или некачественное. И бисерок. Бисерок, я не знаю, Оля, которая специалист в этих французских всех дизайнах и дизайнерах, она говорит, что это какой-то специально французский бисер. Не Делика, не Тохо, не вот эти все, которые мы знаем, а именно какой-то французский бисер. Вот такой он ювелирный, маленький такой бисер, но видите, его еще осталось немножко. Ну, его, собственно, не очень много было там, но тем не менее был. Организовывала я вот в этой своей органайзере. Был у меня от этой же фирмы вот такой органайзер. Ну, я им, видите, не пользовалась, потому что здесь у меня все было свалено в куче. Вот у меня были как пример вот эти ниточки DMC. Остальные я уже вытащила куда-то, они не понадобились. И я уже остальное подбирала из своих запасов шелка. Ну, как видите, он у меня в таком состоянии, что я даже вам не могу сказать, какие это номера. Это шелк, вот, читайте, Auvert Soe, наверное. И вот эти сиреневые. Вот этого у меня, видите, ушел практически весь, ну не практически, наверное, половинка мотка. А вот этот ушел весь, который чуть темнее. И самого темного остался почти весь. И вот такие серые два у меня было. Но это Глориана, а это этот французский шелк. Расход, в принципе, небольшой. Я шила в одну ниточку. Я сначала начала шить в две нитки. Но в две нитки оно получалось так грубо и некрасиво, что я решила шить в одну ниточку. Вот. Так, и сейчас посмотрим на сам подшив. Ну и вот готовый котик. И сейчас я покажу вам поближе его усы, ну и не только усы, конечно. А вот последнее, что я делала, это я вышивала голову. Ну, вот это, видите, вот как на схеме было нарисовано, я так делала. Вот здесь вот этот бисерочек пришивается, здесь немножко даже крестиков был. Крестиков совсем было мало. А вот это вот эти косы, о которых я вам говорила, которые надо, естественно, как я уже сказала, вышивать в правильной последовательности, иначе у вас не получится вот такой красивый шов. Видите, надо класть вот так их одна за другой, вправо-влево, вправо-влево, и тогда вот такое переплетение получается красивое. Если же вот так сразу положить, то будет некрасиво. Вот эти все шовчики, они как бы накладываются один на другой. И вот когда я поняла эту систему, как это делается, тогда это у меня все получилось. Потому что вот сейчас я покажу. Вот видите, допустим, вы делаете сначала вот такие длинные протяжки, как бы вот так, типа выкладной нити, вот такую сетку делаете из вот этого сиреневого, а потом вот этим серым на пересечениях делаете крестики. Но опять же, это как бы описания этого не было. Потом, вот допустим, этот шов. Вы делаете большие вот такие крестики сиреневым, потом вы делаете зеленым, как это сказать, еще крестики, а потом еще сверху серым. И вот как бы понять, ну в конце концов понимаешь, как это все делается, но поначалу, конечно, было очень тяжело разобраться. Вот посмотрите, вы делаете сначала вот такие темно-сиреневые
ромбы. Потом сдвигаетесь на одну клеточку, делаете серые, темно-серые вот такие ромбы. Потом сдвигаетесь еще на одну клеточку и делаете зеленые эти ромбы. И в итоге вот у вас получается вот такой шов. Либо вот этот, если взять, смотрите, здесь делаем серую сетку, потом внутри каждой клеточки делаем зеленый крестик, потом на пересечениях делаем синий крестик и... Ну, это уже я сейчас рассказываю, это как бы все понятно. А когда я сразу начала делать, я просто сидела по полчаса, смотрела вот так схему и соображала, что же делать, как-то его делать надо-то, ну а как, непонятно. У меня даже есть там одно видео, в котором я показывала, какой-то я показывала тоже многослойный, я не помню, вот этот, наверное. Ну, неважно, какой-то многослойный. Вот, допустим, вы начинаете с серого, вот такие длинненькие крестики, знаете, вот такая, здесь на 2 переплетения, здесь на 4 переплетения. Делаете темно-серые, вот такие длинные эти крестики, сделали. Сверху делаете вот такие темно-сиреневые. И потом только сверху вот эти вот светло-сиреневые. И потом вы шьете, и потом понимаете, что у вас здесь осталась какая-то строчка не зашитая. От чего она осталась, непонятно. Вроде как по схеме я все делала. Ну, видите, я вот проложила крестики вот так серенькие. И оно неплохо выглядит. Вот эта решеточка вот такая ромбовидная тоже. Вышиваем сначала решеточку, потом внутри крестики, потом сверху крестики, потом бисерочек нашиваем. Ну, очень интересно было, не заскучаешь, но в какой-то определенный момент ты просто настолько утомляешься от этого всего. Я так и не зашила, представляете? Помните, я вам говорила, ну, если кто смотрел мои видео, я вот здесь пропустила 2 этих паучка. Должно быть вот таким светло-серым. Я их так и не вышила. Ну, будет изюминка моего котика. С дырочкой в правом боку, как у говорится. Хвостик тоже был интересный. В хвостике, видите, как сделано? Так, что он получается округлый. Но когда ты вышиваешь, ты смотришь, там это все прямоугольные, ну, как ровные, все параллельно и перпендикулярно, а в конце концов получается округлости вот такие. Как интересно дизайнер сделал, она вот так раз, и вам кажется, что это округлилось вот так, хотя все же это, видите, и вот видите, как выглядит этот бисер. И вот опять же здесь косичка, это часто она очень использует вот этот элемент, косичка, но она классная смотрится, должна сказать. Вот это я помню. Как я заморочивалась с этим элементом, я вам не могу передать. Вот казалось бы, он сам такой же простой, да, вот как это, Смирно кросс называется. Ну вот, видите, чуть-чуть вытянутый он здесь на 4 переплетения, здесь на 6 переплетений ниточек. И вот, казалось бы, светлый, темный, средний, ну вот этот длинный, а вот эти вот 4 на 4. Я раз 5 переделала. Я не знаю, почему вот у меня они не сходились, хоть ты убейся, хоть ты... Они же должны вот начаться здесь и закончиться здесь, потому что вот эти уже элементы были вышиты, и они же должны были совпасть вот так вот. Они у меня короче вот так на 2 становятся, то у меня не длиннее на 2 становятся. Я не могу понять, что я делаю неправильно, я переделываю снова. А ну, когда смотришь, сейчас я знаю, ты берешь вот эти вот крестики, вышиваешь один за другим, и последовательности надо придерживаться. Этот вышила, этот, не перескакивать вот так вот, потому что, ну, ошибаешься, все равно, как бы ты не старался, ошибаешься, там где-то ниточку пропустил, и привет. Вот, видите, с переходом ниточка зеленая, смотрите, как классно она смотрится, это тоже Глориана зеленая. Ну,
Классный дизайн, прекрасная идея. Вот у людей фантазия, да, как можно это все сделать. Ну и, конечно, роскошные усы у этого кота. Ну, усы было самое простое, что можно придумать в этом котике. Это были усы. И вот он получается как пэтчворк из шовчиков, этот котик, из разных элементов. Такой очень красивый. Я в диком восторге. Ну, может, знаете, как это новинка, что-то интересное, что-то необычное, что-то новое. Такого еще не пробовала. И поэтому я так с восторгом, восхищением и делала его, и сейчас смотрю и рассказываю вам, и я вам уже вначале показала, на каком у меня почетном месте возле мандалы от Шаттлайн будет находиться, ну, потому что он действительно красивый. Но, как я уже сказала, единственное, мне чуть-чуть не хватает воздуха здесь. Вот так я натянула. Здесь, видите, у меня даже клейкая эта лента осталась чуть-чуть. Я ее закрыла, чтобы не липнула. И задник я, наверное, закрою этим бархатным бумагой. И так и оставлю, потому что и на выставке она была представлена вот так, без рамы, без ничего. И мне она нравится, как она без рамы, без ничего выглядит. Я не знаю, рама за счет того, что не очень много воздуха, она его еще больше придавит. И поэтому я раму, видимо, не буду делать. Вот такая красота необыкновенная получилась. Я сейчас в конце вам поставлю приближенные фото этих всех шовчиков. И я надеюсь, вы разделяете мой восторг по поводу этого дизайна. Напишите мне в комментариях, нравятся ли вам такие дизайны, делали вы что-то типа такого, или хотели бы, вдохновила ли я вас на подвиги, на создание что-нибудь такого красивого. Будете покупать эти наборы от Creades. Там у нее, мне там, помню, еще понравился кит, по-моему, у нее был тоже прикольный. Кот и кит. Помните, мультик в детстве был? Вот. Очень красиво.